Я приветствую всех, кто заглянул на канал Таро Немо. Таро расклад гадания, его чувства, мысли и действия. Что задумал загаданный человек, что он ко мне чувствует, его, может быть, планы, что он готов сделать или каким образом он собирается действовать. А может быть, у человека какая-то своя задумка, может быть, человек на своей какой-то волне. Раз вы смотрите это видео, значит, есть какие-то, может быть, сомнения. И это будет расклад на один вариант. Мы сделаем сигнификацию, чтобы вы могли определить, насколько это видео подходит вам. Мы узнаем у колоды карт Таро Иллюминатов, кто вы, мои дорогие девочки. И неважно, сколько вам лет, мы все девочки, всю жизнь девочки. И я должна сказать, что мы должны быть счастливы вне зависимости от возраста. Потому что, наверное, божественной природой человека задумано так, что мы живем в паре. Дети вырастают, что-то меняется, но вот наш вот тот человек, наша родная душа, кому мы можем доверить наши переживания, который не будет с нами, знаете, вот именно это же в союзе только между мужчиной и женщиной возможно, когда нет какого-то соревнования, когда нет каких-то доказательств, когда мужчина, по умолчанию, допускает, что женщина может быть слабее, когда мужчина может эти слабости прощать, понимать их правильно. Итак, давайте мы узнаем, кто же к нам пришел, какие девочки сегодня смотрят, как видят вас карты, кто вы. По семерке жезлов вы, знаете, тут двоякая энергия. С одной стороны, вы умеете парировать, вы умеете себя защищать. Но, может быть, на данный момент хочется самой себе сказать, да надоело мне это все. Все время продумывать какие-то детали своей жизни, и хочется вот того самого надежного плеча, когда часть каких-то забот буквально возьмет на себя мужчина. Вот кто меня смотрит, кому-то в глубине души, может быть, вы этого никому не скажете, но очень хотелось бы видеть с собой не просто мужчину, а именно друга. Давайте, что еще? Для кого-то из вас сейчас есть, может быть, то дело, которое вы задумали. У кого-то это может быть связано, знаете, со сложной ситуацией на работе или в вашей жизни, когда вам буквально приходится свою правоту доказывать. Или планируемая какая-то поездка должна осуществиться, или вы допускаете, что вы можете поехать, но может быть и не поехать, кстати. Для кого-то семерка жезлов может именно говорить о том, что я на распутье. Есть моменты, которые меня как бы подталкивают к тому, чтобы совершить это дело или поехать куда-то, но есть и определенные моменты, которые меня либо сдерживают, либо меня что-то не устраивает, и поэтому я 100 раз подумаю перед тем, как куда-то отправиться. А что еще? Кто вы? Есть какое-то разочарование, и это было в прошлом. Либо человек, себя нам ведь не говорят, тут конкретика какая-то, либо это касается какого-то человека, когда он себя повел не очень красиво или не очень надежно, когда вы что-то не ожидали. И, может быть, вот как раз вот эти ваши раздумья или вот это состояние, когда мы перестали доверять человеку, было обусловлено его словами, а скорее всего какими-то действиями. И это то состояние, когда мы застряли в каком-то одном моменте, и нам бы вот развернуться и увидеть вот эти два кубка за спиной. Но вот нет, видимо, эмоции были настолько либо неожиданные, либо глубоки. Вроде бы как то, что планировал одно, а теперь мне приходится это пересмотреть и допустить, что альтернативные какие-то варианты развития событий со стороны человека или, может быть, еще и обстановки, в которой вы находитесь, они возможны. То есть нет самой по себе какой-то надежности. Может быть, даже вот этот переезд, он необходим для вас по каким-то не вашим личным причинам, а есть еще события извне, когда вы должны это сделать. И тут у каждого своя история. Ну, кто же вы, в конце концов? Вот видите, нам много мыслей ваших показывают. Но вы тот человек, который готов учиться. Кто-то готов уехать даже далеко и выучить для этого язык. Вот конкретно, может быть. Для кого-то из вас я готовлюсь к переезду, и, может быть, где-то там, на другом берегу, есть человек, который вас уже ждет.
вполне вероятно. Но вам нужно продумывать какие-то моменты, где я буду работать, каким образом я буду зарабатывать деньги. Потому что надеяться я на человека точно не могу. И если прежде, может быть, что-то обещалось, то теперь какая-то другая реальность поменялась. И прежде чем я куда-то отправлюсь или я начну что-то менять в своей жизни, нужно подвести какой-то баланс. С одной стороны, сильная позиция в том, то, что вы готовы сами как будто меняться, да. Нет того, что я хочу что-то удержать. Посмотрите, ни одна карта об этом нам не говорит. И в этом ваш огромный бонус, потому что что-либо удержать невозможно. Как раз тот, кто ничего не хочет удержать, владеет всем. Это известная истина, и поэтому от этого и ваша сильная позиция. С другой стороны, тройка Пентаклей нам может еще и говорить о том, что вы проходите словно жизненный экзамен. Совершенно не случайно вы столкнулись либо с конкретным человеком, либо с такой ситуацией. Что сейчас в вашей жизни? Туз кубков. И я могу сказать, у кого-то тут, может быть, и дети есть, или какие-то, кстати, вопросы нам говорят, да, с картой ученичества. Может быть, вы а, учите сейчас либо своих детей, либо дети даже подросшие, но есть какая-то тема с обучением, либо вы участвуете в жизни, может быть, не только детей, а внуков, или вам нужно еще продумать, где будут учиться дети. Но безусловно, есть как будто то, что вас радует. И я могу предположить, кто меня смотрит, вы не с нуля совсем начинаете какие-то отношения с этим человеком. Это точно они не первые. Вот подойдут для тех, кто имеет уже какой-то жизненный опыт. И у вас есть что-то хорошее. То есть вы благодаря вот этому, наверное, экзамену или то, что вы запланировали, может быть, у вас это свершилось или вот-вот свершится. То, что, к чему вы прикладывали много усилий, скорее всего, вас порадует. И это независимо от ситуации с мужчиной, на которого мы смотрим. Это вот именно ваши приложенные усилия. Нам просто карта говорит, мы ведь спросили, что у вас сейчас на данный момент. Исполнение желания у вас на пороге. Поэтому что вы хотели сделать? Вот явно что-то хорошее практически у вас на пороге. Какое-то желание или тот проект, которым вы занимаетесь, у вас точно получится. Правда, тут будет за что себя похвалить. И я бы сказала, даже себя бы чем-то и побаловать бы следовало или отдохнуть. Что у вас еще сейчас? Вы хотите все по закону. Вы знаете, тут вот как ни крути, как будто есть какая-то данность, когда, ну, наверное, Вселенная имеет на вас какие-то планы. Карта Иерофант. Для кого-то из вас это буквально какой-то кармический урок. Может быть, переезд, если мы говорим, у кого совпадает именно какая-то поездка. Здесь вы все равно как будто ее осуществите. Вот кто меня смотрит, именно либо вы куда-то отправились, и вы уже находитесь, может быть, в другом месте, нежели где находился прежде ваш дом. Либо вы вот-вот собираетесь стартануть куда-то, поехать. И если мы говорим про перемещение, вот это как будто по судьбе какое-то перемещение. И я бы сказала, есть и отношения, которые тоже по судьбе. То, что придет на ваш порог, оно будет обязательно оформлено де юре. Все же это какие-то высокие инстанции у нас проходят по этой карте, поэтому кого-то из вас ждет. Если я поехал далеко, то буквально со сменой гражданства, а если тут проходят какие-то чувства или ваши взаимоотношения с другим человеком, значит, вы их будете оформлять тоже документально, значит, будет вплоть до венчания что-то такое. По крайней мере, вы об этом думаете. А что еще? Отношения искренние. И несмотря на верхний ряд карт, на какие-то наши сомнения, может быть и поведение человека не совсем таковое, как мы ожидали, или которое было вначале обещанное. Тут словно вы проходите, правда, какой-то кармический урок, хотим мы или нет, какое-то будет продолжение в этих отношениях, и, скорее всего, здесь будет документальное оформление. Вы знаете, человек-то, скорее всего, останется очень довольным, что вы приедете, и я бы сказала, может быть, он вас даже ждет. Вот давайте мы достанем карты и посмотрим, а что из себя представляет ваш мужчина.
На кого мы смотрим? Сдвинем карты. Как карты его видят? Кто он? А вы знаете, человек достаточно, у нас выпадает принцесса мечей, тот, который оказывался в ситуации, когда его очень подводили люди. Причем его подводили люди, которых он долго знал. Это могла быть даже его ситуация с детства, когда у него были достаточно суровые родители или кто-то из родителей. Неважно, что у нас принцесса. По этой карте идут как раз те подвохи, которых мы меньше всего ждем. Как от наших близких, так и, может быть, даже могли быть какие-то сложные ситуации, которые, вот обстановка так складывалась, и даже в той местности, которая была знакома для человека. То есть он буквально, как и в какие-то перипетии мог попадать физически буквально, так он мог еще и его люди просто могли предавать или быть достаточно жесткими с ним. И поэтому человеку очень сложно, в принципе, расслабиться. Он никому просто не верит вообще. А что он думает о вас? Ну вот он как раз для вас видит как новые возможности, и причем продолжение очень реальное отношений. Он, по одной карте мы многого не скажем, сейчас достанем еще, но я могу сказать, что человек не витает в облаках, все-таки у нас пентакли выпадает. Он допускает, что какая-то ваша история, она начнется, или она уже началась, и должно быть постепенное развитие событий. Вы должны постепенно друг друга как будто узнать. Это может еще означать, что человек видит вас, я должна это тоже озвучить, ну, какую-то материальную составляющую. Значит, кто меня смотрит, мои дорогие девочки, умеете вы жить, значит, вести хозяйство вот так вот, по, знаете, каким-то особым образом, когда вы хорошая хозяйка, может быть, вы уже встречались или какое-то время даже были вместе, и он подметил это ваше качество, когда вы из ничего можете создать какую-то, ну, как и обстановку уютную, как и приготовить, может быть, вкусно. То есть вот такие наши женские качества, которые он вас видит, и он это ценит. А для кого-то возможность зарабатывать деньги, может быть, это тоже человек видит. То, что вы не будете сидеть сложа руки и ожидать, когда вам принесут что-то, предложат. Нет, вы сами включитесь в вопрос и будете думать, так, вот на сегодняшний день мне нужно себя обеспечить, у меня есть план, какую жизнь я или качество жизни планирую, и я в этом направлении иду. То есть опыт у вас есть. Вот еще одна карта, которая говорит о том, что скорее всего, этот расклад смотрят люди, у которых уже какие-то отношения были. Это точно не первые отношения. Что еще? Каков этот человек? Что нам еще карты расскажут? У человека может быть, кстати, еще какая-то прежняя история не завершена. У нас выпадает королева кубков. Часто это проигрываются супруги, и вполне вероятно, есть еще супруга, по крайней мере, она еще, де-факто ее может не быть, но есть еще что-то де-юре, или, может быть, есть какая-то женщина даже, это могут быть взрослые дети даже, да, которая либо дает советы, либо как-то пытается влиять на его жизнь. Давайте мы узнаем, а кто, как его отношение к этой даме. Это интересно, кто это вообще? Нет, это правда, это прежние какие-то отношения, это практически уход или, может быть, завершение отношений через судебные какие-то разбирательства. Нам об этом не говорят, про суды, опять же, да, но конкретные две карты, которые одна показывает наших супругов, как я сказала, и восьмерка кубков, когда мы уходим. Может быть, у вашего мужчины или у кого-то из вас проигрывается, как человек вот завершает эти отношения. Может быть, сейчас какой-то договорный процесс идет, может быть, медиаторство со своей первой какой-то прежней историей. Давайте мы тогда спросим, и что дальше? Как он к этому относится? Ну, вот он так и относится. Это воин в душе, карта воина. И он, скорее всего, даже если, знаете, у кого-то может проиграться прежние отношения, которые он один, например, да, но, может быть, в его жизни была женщина просто, с которой он жил, может быть, и не были оформлены даже отношения, они потом разошлись. Но, видимо,
та персона имеет виды на него, она бы хотела, скорее всего, либо продолжение, либо буквально, чтобы он ей помогал. Или есть какие-то между ними абсолютно точно прения, пятерка мечей, когда он сохраняет свои позиции, он не собирается включаться в какие-то вопросы. А для кого-то из вас это вот у него те отношения, когда он вынужден, ну, буквально ни с чем не уйти. И, правда, у кого-то судебные процессы могут вполне проиграться. Раздел имущества может быть вот и так. Хорошо. Что еще вам расскажут карты? И у кого-то проиграется эта история, которая тянется, может, уже не один год. А все вот окончания как будто нет. Какие-то все заминки. Нет решения. Ну так и как? Когда же тогда это решение будет? А знаете, он даже где-то в глубине души уже мог и не надеяться, потому что, может быть, обещалось что-то, как мы быстрее решим, или, может быть, со стороны женщины было обещано, что ты мне сделаешь, допустим, или соглашаешься с чем-то и принимаешь на себя какие-то обязательства, и я тоже тебя, может быть, отпускаю. Ну вот договор, какой-то договор между ними мог быть, но, видимо, он не состоялся или слово не было сдержано, и поэтому есть какая-то апатия, разочарование. Какая-то ситуация попросту его уже измотала. Хорошо, что, давайте мы так спросим. Отодвинем карты. И его планы на вас. Вот так. Ну, человек достаточно уверенный в себе. Наверное, его какая-то ситуация жизненная достаточно закалила. Поэтому, в принципе, он в вас не сомневается. А что он... Давайте мы спросим, каковы его чувства? Человек считает, у нас старший аркан выпадает, что вы ему по судьбе. Может быть, вы ему уже что-то пообещали. Может быть, у вас было обсуждение каких-то вопросов. Вы знаете, я должна сказать, что с вами человек, скорее всего, был честен. Может быть, вам где-то это было сложно слушать, про какие-то прежние истории вот этого человека. Или, ну, не то что похождения, а именно он мог с вами поделиться своими переживаниями. И вам, может быть, этот момент, ну, так претит, неприятно, зачем ты мне рассказываешь свою историю. А ему, видимо, настолько он в вас мог видеть душевность какую-то, что мужчинам, друзьям, допустим, своим, он не может это говорить. Один раз сказал, и все. А у него эта тема, как, знаете, болевая точка внутри. Ему хочется выговориться. А выговориться, это значит, как минимум, несколько раз это озвучить. И даже если вам неприятно, его как будто вот сама возможность вам, знаете, высказаться, это как по-нашему женскому выплакаться, понимаете как? Ему на душе с вами легче, ему с вами вообще хорошо, ему с вами комфортно. Ну, посмотрите, человек планирует как раз, я бы не то что сказала, тут чувство, у нас старший аркан, который избавление от боли, от страданий, конкретно так вот называется карта. И мы спросили, каковы чувства. Вот такие чувства. Да, может быть, где-то с одной стороны своего рода жилетку он вас видит. Но ведь мы ж люди, а где тогда? Кому положить голову на плечо? И я могу предположить, вы достаточно сильные, мои девочки, раз он может себе это позволить нам. Ведь он тоже показан человек, который, ну, так закаленный какими-то обстоятельствами или какими-то сложными событиями в своей жизни. Может быть, между вами такая разница, когда человек даже намного старше вас, или у него больше опыта, чем у вас. И вот этот опыт он никому не рассказывал. Вы, скорее всего, может быть, первый человек, кому вот он позволил себе сказать как есть, или выговориться, выплакаться, как мы бы сказали, да, по-женски. Какие еще чувства к вам?
Человек планирует, планов очень много, разных. Тут действительно нам его могут показывать. Вот в том значении, как я сказала, человек обещал одно, потом как-то поменялся, или вы могли обсуждать, что-то планировать на будущее, такие, знаете, ну, радужные какие-то мечты, планы, а потом как-то вот меняются обстоятельства, и вам могло казаться, как бы и человек-то тоже как-то меняется. Вроде, если сказал А, так уже ты доделай это до конца, или уже не обещаешь что-то. А здесь нам его показывают как человека, правда. Знаете, планов громадье. Может быть, сам по себе человек такой, который его много интересует в этой жизни, или ему многое хочется попробовать, или ему много хочется путешествовать, вполне вероятно, и он видит вас как спутницу в своих путешествиях или в каких-то новых интересах. Вообще он видит, знаете, какую-то многогранность в ваших отношениях, когда жизнь, в принципе, заиграет какими-то новыми красками. Может быть, есть элемент иллюзорности, но ему даже где-то думать о том, как бы было здорово, если бы мы вместе сейчас куда-то поехали, или как бы было замечательно, если бы мы вместе, не я один, чем-то занимались, может быть, благоустройство дома, или, ну, здесь абсолютно любая какая-то может быть история. Он может, кстати, и где-то розовые очки в отношении вас на себя одевать, где-то вас идеализировать, мои дорогие девочки, правда? Человек хочет быть с вами. Это на самом деле так. Хорошо, давайте мы спросим, то есть каковы чувства. Я должна сказать, что чувства, они все равно под собой имеют какой-то, ну, знаете, прикладной интерес. Я не могу сказать, что это материальный интерес. Нет, все-таки тут у нас страшный суд выпадает карта. То есть есть тут самые серьезные какие-то чувства. Может быть, вам сложно понять, как вот он как-то специфически это дело чувствует, но тем не менее есть ведь та составляющая в отношениях, когда это не просто разговоры какие-то, а человек представляет, как будто как картину себе рисует, наглядную, когда он не один, а именно с вами вместе что-то осуществляет. Ему эта мысль греет душу, и поэтому дополняет как будто ваши чувства. Ну, тем не менее, это так. А что он думает? Его мысли о вас? Вот. Но вы для него муза. Карта музы выпадает. Вы для него вдохновение. Он с вами, правда, видит и какой-то расцвет собственной души и возможностей. И с другой-то стороны, и материальной какой-то составляющей. Очень реально человек смотрит на жизнь. Это правда. Что он еще думает о вас? Что вы умеете, повторяю, что вы умеете буквально жить. Вы умеете из ничего создать как и уют, так и даже в трудной ситуации не пасовать. Вы, знаете, как волшебница можете создать, как, знаете, комфорт какой-то особенный дома. Или вы что-то умеете делать своими руками. Может быть, вы имеете какое-то хобби. Может быть, вы это хобби буквально превратили в способ дохода. Все-таки по королеве Пентаклей у нас именно проходят люди, которые сделали себя сами. Вот и вы настолько самостоятельный человек, а самое главное, надежный человек для жизни. Вот все, что он видит, и вдохновение, и какую-то конкретику, материализм. Ну, такой человек, это правда. Давайте мы посмотрим, а что же вы там видите? Что вы от этих, как вы видите продолжение ваших отношений? Что в вашей душе? Ну вот, это человек видит, а это вот вы видите. Это прообраз Юдифи. Здесь вы где-то 5 минут, и я сейчас закончу, завершу эти отношения. То есть, если что-то идет не так, если меня еще раз подводят или меня ставят перед фактом каким-то, видимо, был какой-то момент в ваших отношениях, который вас не просто не устроил, он вас, может быть, даже где-то шокировал, навел на мысли, что, нет, я должна надеяться сама на себя, иначе в какой-то момент я могу остаться у разбитого корыта или со своими проблемами, а если у кого-то есть еще дети, например, да, или те, которые от вас зависят, вы не можете себе позволить расслабиться. Поэтому какой-то режим многозадачности, он в вашей жизни присутствует. И поэтому, ну, больше рационализма.
А как вы видите еще раз отношения? Правда, есть какой-то переезд, поездка. Вы видите еще и себя. Я бы сказала, вы точно знаете, что хотите от этой жизни. И даже если вы меняете работу, например, то есть совершаете какой-то переезд. И это будет сопряжено с тем, что вам нужно будет как-то организовать вот именно рабочий процесс. Абсолютно точно вас на другом берегу будет ждать успех. И неважно, либо это вы работаете сами на себя или удаленно, или карта нам еще говорит о том, что вы найдете эту работу и будете и при деньгах и при каком-то успехе, и одновременно еще и можете карьеру сделать. Вполне вероятно. Настолько самостоятельная, уверенная женщина у нас проходит. Мужчине есть о чем подумать, ну и где-то растеряться. И вы знаете, если была какая-то вот между вами ситуация, уже несколько карт нам об этом сказали, причем с двух сторон, как с вашей, так и с его, то, скорее всего, он себя где-то корит за то, что может быть, смолодушничал или как-то поступил, ну, неправильно. Вот этот элемент есть. Или, может быть, просто испугался какой-то, ну, ответственности, может быть, на какой-то период времени. Или была какая-то ситуация, когда он сказал вам «нет». Он был уверен, что это как-то, ну, так пройдет гладко, а вам это застряло где-то в душу, и в последующем вы ему дали понять, что, знаешь что, я и без тебя обойдусь. Либо он это где-то интуитивно прочувствовал и очень сожалеет, что допустил эту оплошность. Хорошо, давайте посмотрим, что же вы еще думаете. Но вы настроены создать семью. Вы знаете, вы ведь думаете в одном где-то направлении, правда? Как и оформить отношения по всем правилам, по всем канонам, по всем традициям, так и буквально, чтобы в вашей семье, в вашем союзе было место всем. Кто-то меня смотрит, правда, имеет детей, и значит, у вас стоит на повестке дня, каково же будет моим детям, может быть, и внукам. Ведь меня смотрит разный возраст, и значит, вы вынуждены думать о своих любимых, о какой-то своей прежней истории. И правда, дети всегда с женщиной остаются чаще всего, по крайней мере. Мы за них в ответе, и мы за них переживаем. У нас больше эмоционального какого-то контакта с детьми, нежели у мужчин остается. И поэтому есть какая-то составляющая, которую вы не променяете ни за что, ни на какого мужчину. Это я могу сказать точно. Давайте, что же он задумал в отношении вас или каковы конкретные его действия? Туз Пентаклей. Ну, здесь может быть как и ожидание какого-то известия, когда вы ему, может быть, скажете «я еду» или «я согласна», или, ну, вот переход ваших отношений на какой-то конкретный уровень. Это могут быть еще его помощь, кстати. Он может вам помочь деньгами, вполне вероятно, если это необходимо. Он готов оформить какие-то документы. Для кого-то из вас, может быть, уже он вам чем-то помогал. Что еще? Дальше не тяну карты, мои девочки, раз на его, что он задумал в отношении вас. Туз Пентаклей и карта Солнца выпадает. Когда Солнце раньше останавливали гадание вообще. Но здесь я могу сказать, что да, конечно, по Солнцу проходит где-то наша эго. Безусловно, человек, он не будет наступать на горло собственной песни. Он где-то хочет тоже быть счастливым, понимаете? Но вместе с тем, если мы говорим его действия, он в вашу сторону направлен. Он думает о вас, нам об этом уже несколько карт сказали. И у него же выпадает старший аркан, как и страшный суд, так и солнце. У него выпадает именно как он вас видит. Он видит вас практически того человека, которому можно доверять и на кого можно понадеяться. Я не могу сказать, увы, что, знаете, у него вот прямо какие-то чувства, которые через край, которые... Ну, вот прямо увесился он тут какими-то слезами или сидит, горюет, прямо там локти себе кусает. Нет, вот такого нет по человеку, не скажешь. Человек тоже, скорее всего, достаточно рациональный, он не может быть другим, потому что, скорее всего, с детства какая-то была сложная история. Он вырос в какой-то другой среде, когда ему приходилось, может быть,
даже с ранних лет заботиться как и о самом себе, так и буквально выживать. Или бы сложилась какая-то обстановка, когда тоже он был поставлен в очень жесткие условия. И поэтому вот эти обстоятельства его жизни, они его переформировали, они его изменили. И он уже не будет где-то таким расслабленно податливым никогда. Но, с другой стороны, вы можете на него надеяться. Я, по крайней мере, вижу так. И, кстати, карты, несмотря на какую-то вашу холодность, это карта заслуженного успеха. У нас выпадает и десятка кубков. Тут полнота счастья, по сути дела. Так, хорошо, давайте я на колоде 78 дверей. Вот мы узнаем, что на данный момент. Мне просто интересно, что на данный момент, как видят карты. Почему-то же вы смотрите. Я бы сказала, отношения таковы, что, может быть, и есть какие-то недочеты, или есть то, что нам не нравится. Но вы ведь-то тоже реалистка. Вы видите все так, как есть по факту. И есть у вас свои какие-то задумки. Поэтому, в принципе, тут может быть очень такой надежный союз, когда без лишних иллюзий вы можете соединиться, друг друга прекрасно дополнить, создать чудесную пару и где-то быть на одной волне, услышать друг друга вы можете в процессе вашей жизни, вашего союза научиться. Ну вот давайте мы у карт Таро 78 дверей. Что сейчас? Какие перед вами двери открыты? Вот вообще в колодах Таро две карты выбора правильного направления, то есть такие две глобальные карты. Одна из них карта Солнца, выбора правильного направления, и это ближайшие месяцы. Значит, я могу спрогнозировать таким образом, девочки мои дорогие, что вы не останетесь где-то, может быть, даже надолго, особенно для тех, у кого, правда, переезд стоит на повестке дня. Ну, наверное, до конца 2023 года какой-то переезд практически уже вот может состояться. Но нам еще здесь выпадает карта Звезда. Это тоже выбора, вторая карта выбора правильного направления на десятилетие. То есть вот мы спрашиваем, какие двери открыты. Так, будущее перед вами открыто. Вот правда, даже нет как таковых в этой карте дверей. Вот в этой колоде двери либо открыты, либо закрыты. Ну, как сигнификатор, да, как подсказка. Или ключи. А здесь нет, здесь врата. Ведь это триумфальная арка к будущему, к новому качеству жизни. Тут, правда, какой-то вопрос, какие-то отношения у вас по судьбе. Ну, видимо, таким или иным образом вы найдете взаимопонимание с этим человеком. Тем более, посмотрите, что его действия и деньгами готов поддержать, но и где-то видит с вами просто вот вы его солнце. Вы его, как и солнце, вы его и муза, вот смотрите, как здорово, да, вы его какой-то материализм, вы его какие-то и мечты, может быть, иллюзорные где-то, то есть он где-то не видит вашей колючести, я бы сказала даже так. Он может не видеть где-то вашего практицизма, понимаете, или ему даже нравится то, что кому-то бы могло не понравиться. Правда, ведь посмотрите, у нас с чего началось. Семерка жезлов – это карта соревнования, какого-то спора. То есть мы могли не вступить в этот спор, но обозначить его. И пятерка кубков, когда мы тоже показываем как-то своим видом, демонстрируем, что да я не в восторге. И тем не менее он вас воспринимает вот такой, как вы есть, и еще лучше, чем вы можете себе это представить. Пусть у вас все получится, мои дорогие. Прекрасные карты. И если вот у вас в верхнем ряду получается, что тоже есть что вспомнить, причем со знаком минус. И, может быть, это, кстати, для кого-то касается не конкретно этого человека, а это та какая-то ваша прежняя история, от которой тоже хочется уйти, точно так же, как и ему. Потому что верхние-то ряды карт вот как раз нам и показали, что как он уходит, так и у вас выпадает карта, которая говорит трансформация или когда мы меняем статус, сдаем своего рода жизненный экзамен или проходим какие-то кармические уроки. И у вас выпадает иерофант тут действительно по судьбе. Будьте счастливы, мои дорогие девочки, и любимы всегда.